Всем привет! Вы на канале Дело мастера боится. В этом видео мы будем менять рулевой механизм автомобиля Славута. Это же относится к автомобилям Таврия и Дана. Основная проблема в том, что при повороте руля до упора влево или вправо рейку закусывает и невозможно выровнять автомобиль. Вот поворачиваем его влево, слышно какой-то стук, грюк. Это очень опасно для вождения. Рейку я купил фирмы ФСО. Она как бы полупольская, может быть китайская, но качество у нее приемлемое, как говорят многие пользователи и автолюбители. Здесь металлические хомуты на пыльниках, что очень удобно, потому что некоторых они пластмассовые. Здесь она уже отрегулирована, опломбирована, и специальная стопорная гайка имеет такой рельеф. Не знаю, чем откручивать, потому что в других рейках здесь идут выемки. Также идет нумерация и фирменный значок. Можно было, конечно, купить ремкомплект и отремонтировать ее, но тем не менее здесь зазоры уже выработаны, лучше поменять на новую. Одновременно с заменой рейки я поменяю сайлентблоки рулевых тяг, потому что они тоже проехали уже 15 тысяч и начали тарахтеть. Перед заменой рейки необходимо поддонкратить переднюю часть автомобиля и выставить ее на специальные упоры. У меня металлических упоров нет, я использую обычные деревянные пни. Устанавливаем автомобиль на стояночный тормоз, подкладываем под задние колеса упоры и начинаем поддонкрачивать. Теперь снимаем передние колеса и продолжаем работу. И делаем то же самое с другой стороны. Затем необходимо отсоединить наконечники рулевых тяг. Для этого нам понадобится специальный съемник и смазка аналог ВД-40. Хорошо обрабатываем их смазкой. Расплинтовываем стопорную гайку. И откручиваем не до конца гайку. Устанавливаем съемник. И начинаем затягивать. И вот, наконечник вышел из своего паза. И откручиваем 4 болта крепления рулевого механизма к кузову. Здесь нужна головка на 14. И удобнее всего откручивать сверху. Обрабатываем болты смазкой ВД-40 и откручиваем гайки. Болты имеют такой внешний вид и вполне еще исправны. Последний болт удобнее откручивать из-под колесной арки или снизу. Теперь отсоединяем вал шестерню рулевого механизма от промежуточного вала рулевой колонки. Откручиваем болт промежуточного вала рулевой колонки. Теперь отсоединяем рулевой механизм от рулевой колонки и вынимаем все в сборе через арку левого колеса со стороны водителя. Поднимем лопаткой.
теперь вынимаем механизм. Вот рулевой механизм снят. Теперь необходимо осадить от него рулевые тяги и заменить на новый. Также видно, что сайлентблоки разбиты и на них очень большие люфты. Необходимо их менять. Теперь необходимо снять старые изношенные сайлентблоки. Их можно срезать с помощью острого ножа или же просто достать с помощью отвертки. Вынимаем металлическую втулку и срезаем острым ножом верхний грибок. Диаметр горлышка пластиковой баклажки совпадает с диаметром посадочного места для сайлентблока. Отрезаем пластиковое горлышко примерно на расстоянии сантиметра от ее верха. Получилась вот такая маленькая леечка. Теперь отрезаем резьбовую часть горлышка баклажки под самый край. Вот получилась такая самодельная оправка. Теперь берем новый сайлентблок, хозяйственное мыло. Смачиваем мыло в воде и хорошенько промазываем посадочную часть сайлентблока. Очень обильно, чтобы он хорошо скользил. И промазываем также внутреннюю часть оправки, сделанной из пластиковой баклажки. Теперь берем длинный болт на 8 с гайкой, головку на 27, у меня на 30, на 27 нет, и 2 шайбы. И начнем запрессовывать. Берем болт, одеваем на него шайбу, затем сайлентблок. Теперь импровизированную оправку. Продеваем в тягу рулевую. И с другой стороны одеваем головку. Шайба. И затягиваем все это дело гайкой. Теперь вставляем нижнюю головку болта в тиски. И начинаем затягивать верхнюю гайку. Следим, чтобы все было на своих местах по центру. И вот уже сайлентблок зашел на свое место. Разбираем конструкцию. Здесь видно, что даже гайка не выдержала нагрузки и резьба слезалась. Вынимаем болт и шайбу. Осталась только пластиковая оправка, которую легко снять с помощью отвертки. Поддеваем слегка, и она выходит. Вот сайлентблок запрессован на свое место с помощью такой неказистой оправочки. И осталось теперь запрессовать второй сайлентблок в рулевую тягу.
Вот, все на своих местах. И вот сайлентблоки запрессованы в рулевые тяги, и можно собирать рулевой механизм дальше. Теперь разберем старую рулевую рейку и узнаем, в чем проблема, почему она подклинивает. Отсоединяем вал шестерню рулевого механизма, откручиваем эти два болта. Снимаем прижимную крышку и шайбу регулировки. Под низом идет подшипник. Теперь необходимо снять контргайку регулировочного болта. Для этого можно воспользоваться таким ключом для велосипедов. Или же дубилом с молотком. И откручиваем всю регулировочную шайбу. Снизу находится пружина. Все очень запало внутрь. Будем вытягивать. Вот здесь подпятник, два сухаря. Все выполнено из пластмассы. И теперь будем вынимать саму рейку. Снимаем пыльники с двух сторон. Вот вышел червяк. Посмотрим на его зубья. И вот видно, что часть зубьев в одном месте съедены. Это была основная проблема заклинивания рулевого механизма. Вынимаем рашпиль. Посмотрим на зубья. Здесь зубья еще удовлетворительные, поэтому как запасная часть он еще пойдет. Новый рулевой механизм можно слегка усовершенствовать. Для этого я воспользуюсь подшипником, снятым с оси червяка старого рулевого механизма. Если снять верхнюю крышку вала шестерни рулевого механизма, здесь можно видеть прокладку и такую метрическую вставку, которая выполняет роль упора для внутреннего подшипника. Я эту вставку выйму. И вместо нее запрессую старый подшипник червяка. Он еще хорошего качества, не расшатанный, поэтому можно использовать его повторно. Смазываем посадочное место с помощью Литола 24. И запрессовываем сюда подшипник со старого рулевого механизма. Для компенсации зазора, который возник между крышкой и подшипником за счет разной ширины подшипника и проставки, я буду использовать такую бронзовую шайбу. Ширина проставки у меня 1,2 мм. И подшипник вместе с шайбой 1,2. Вставляем шайбу на свое место. И как раз видно, что между крышкой и шайбой расстояние не осталось. И закручиваем крышкой. Этот подшипник позволит хорошо зафиксировать червяк рулевой рейки и не дать ему расшататься. Перед установкой нового рулевого механизма необходимо убедиться в наличии смазки в его полости. Для этого открутим сапун и посмотрим, есть ли там смазка. Вот сапун вверху, здесь гайка на 11. Как видим, внутри все сухо, поэтому сюда нужно добавить смазку фиол. Для того, чтобы заполнить рулевой механизм фиолом, необходимо взять обычный шприц, снять эту часть нажимную
заправить сюда фиол и вдавить 50-70 мл фиола в полость рулевого механизма. Теперь необходимо выдвинуть лейку до упора и заполнить еще раз полость. И закручиваем сапун. Рулевой механизм доработан. Теперь прикручиваем к нему рулевые тяги. Вот рулевой механизм новый собран, и можно ставить его на автомобиль. Теперь нужно правильно выставить рейку, чтобы руль стоял прямо и колеса были ровно. И расстояние поворота налево-направо рейки было одинаково. Расстояние от центра этого отверстия до края рашпиля должно быть 173 мм. Слегка подрегулируем. Это расстояние есть. И можно ставить все на свое место. Выставляем ровно руль и одеваем червяк рейки на рулевую колонку. И также закручиваем болты через арку. И затягиваем на место болт фиксации рулевой колонки. Сжимаем газовым ключом трубным и затягиваем болт. И осталось запрессовать наконечники рулевых тяг. Для этого смазываем их фиолом и затягиваем гайкой. И стопорим гайку шплинтом. И после этого работа закончена. Осталось только поставить на место колеса, и можно выезжать, проверять машину. Из-за такого маленького червяка весь рулевой механизм пришел в негодность. Вы были на канале Деломастера Боится, смотрели видео о том, как своими руками модернизировать и заменить рулевой механизм автомобиля Славута. Пишите свои замечания, комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Будьте с нами. Всем пока.